Мама даже бывало плакала, говорила то, что не отпустят. Но когда парень с 14-го года, еще с самого детства, говорит про войну. Прикольчики. Очень весело прикалываться. Иногда с нами даже и украинцы играли. В доверие вливаюсь, разговариваю. Потом признаюсь, что русский. Мне не весело. Мне грустно. Пока ребята уехали на фронт, кому защищать детей, там, девушек? По поводу армии я не против. А вот все, что касаемо СВО, Всех рад видеть на своем канале, с вами Несич. И прежде чем начать данный видеоролик, я скажу, что сразу все выдумано, это просто игра. Там у нас находится поле боя, окопы, где засели ВСУ. И вот здесь происходил захват гостомельскими десантниками. Вот как раз-таки вертолет тут стоит. Мы использовали Яндекс.Карты и Google карты, чтобы было максимально похоже на реальный Гостомель. То есть вот все переулки, все дома, это все реально. Даже расположение деревьев, все как в реальной жизни. Меня зовут Никита Редько. Снимаю в поддержку армии ролики с помощью игры Майнкрафт. Почему ты, в принципе, увлекся политикой? Когда? Политикой я увлекся, скорее всего, после как раз-таки Майдана. Это вирусилось в Ютубе. Я пересмотрел все ролики. Друзья, поставьте, пожалуйста, лайк этому видео прямо сейчас и подпишитесь на наш канал. Это поможет журналистам Ромбо продвигать видео и делать новые фильмы. Потом начал увлекаться Чечней, после Афгана. Уже до Первой мировой ушел. То есть уже где-то к годам 13 я уже всю историю знал про войны. Самые такие масштабные, крупные. И как-то мне нравилась эта мужественность. В большей части меня хвалят, наоборот, граждане нашей страны. Это Платон, позывной «Изумруд» из Комсомольска-на-Амуре, готовит очередной ролик о зоне СВО. А вот его единомышленник Никита Несич из Рязани. Эти ребята воссоздают важные этапы российской спецоперации. А как вообще возникло решение что-то делать в Майнкрафте, касающееся войны? Я так-то играю в Майнкрафт с детства. Это раньше была обычная просто выживалка. Может построить что-нибудь, ради креатива. По итогу, вот мы с Платоном сговорились, начали все строить, делать моды, как-то улучшать картинку. Мы заказываем модели, и примерно за 2-3 тысячи рублей могут сделать вот такие модельки. Так, вот у нас ПВО. Т-80. Снимаем иногда в убыток. То есть сейчас монетизации на Ютубе нету, к сожалению. Мы ничего не получаем за это. Бывает то, что люди покупают контент на сервисах. Это очень редко. Даже были истории о том, как военные смотрели наши ролики. Мне лично писали военные из зоны СВО. Говорили спасибо за работу. Такая мотивация снимать появляется. Всем привет, меня зовут Никита Федоров. В России есть один политик, который на протяжении 22 лет боролся в стране за свободу и справедливость. Еще месяц назад отметил начало 40-го года своей жизни, а сегодня находится под арестом в ожидании суда, который назначит ему до 10 лет тюремного заключения. Илья Яшин. В этом видео я расскажу вам о его биографии, деятельности и политическом пути. Первая деятельность, если политическая, то это было наблюдение за выборами в городе Подольск, Подмосковье, в 2020 году. Вторая деятельность была избирательная кампания в Госдуму в 2021 году. Тогда же были, в принципе, и акции после выборов в саму эту Государственную Думу на Пушкинской площади, организованная КПРФ,
А потом ты решил как-то не участвовать или ты просто уехал? Потом я уехал. О том, как смягчить воздействие западных санкций, говорил сегодня Михаил Мишустин. На встрече со своим белорусским коллегой российский премьер подчеркнул, надо усилить сотрудничество в рамках союзного государства. А на совещании в правительстве обсуждали, как сохранить... Меня зовут Никита Федоров, мне 22 года. Я создаю историко-политические видео в Майнкрафте. Ну, разумеется, самое популярное мое видео — это видео с названием «Вторжение в Украину». Да, конечно, тема меня коснулась лично, глубоко. Она коснулась каждого из нас, даже здесь, в Казахстане. Ну, например, даже год назад погиб мой одноклассник отсюда, из Казахстана. Он был младше меня, ему не исполнилось, если не ошибаюсь, 20 лет. А как он из Казахстана-то попал в армию? Он родился в селе Дамбаровка, на границе с Казахстаном. И поэтому он скитался то в Россию, то в Казахстан, то туда, то туда. Как-то вот они между двумя странами, их семья жила. И не смог установить, был ли он призван или ушел добровольцем, но так или иначе, год назад, ровно, в принципе, он и погиб на фронте. Последние 2 года не сделал ни одного видео, не опубликовал, потому что решил повысить качество их исполнения. Видео в Майнкрафте больше не делаю, использую другие программы. Я продолжаю поддерживать антимилитаристскую и пацифистскую позицию. Поэтому считаю, что сегодняшняя задача руководства обоих государств — это скорейшее подписание мирных соглашений на текущих условиях для того, чтобы сохранить жизни сотен людей ежедневно. Вот, кстати, броня различная и сами оружия. То есть... Какие-то ролевые сражения происходят? Да, конечно, создаются сервера, хостинги. На этих хостингах люди могут перестреливаться с друзьями, выбирая разные коалиции. Это как армия России, так ВСУ, ЗСУ и так далее. Сам себя подорвал. Я жив. Хорошо, все. Все, чисто. Несич, проверь. Фашисты, вы за Киев за 3 дня не могли захватить. Я тебе ноги сейчас сломаю, мы сейчас до тебя доберемся. Давай, кидай. Погнали. Убил одного убил. Заходи. 2 убил сразу. Вот он, еще один стоит. Убит. Иногда с нами даже и украинцы играли, поляки. И вот ребята с разных стран даже вместе с нами играли. 15 русских, 15 ВСУ. Ну и вот так делили поровну. Кто-то сперва за русских, потом за украинцев воевал, а кто-то всегда за русских воевал, потому что отказывался за ВСУ переходить. Я просто в афіzie, росіяни просто бомбять. Я вже не можу так скрізь трупі. Мама кохану, прощай. Все, ну я не знаю, що говорить здесь. Ну, буду пытаться сдаться в плен. Почему у тебя американский флаг? Американский флаг — это такая смешная история. Просто пришла в голову идея из-за того, что я хорошо разговариваю на украинском языке. Я могу прикалываться, то есть над жителями Украины, разговаривать дружелюбно поначалу, в доверие вливаюсь, разговариваю, потом признаюсь, что русский, и, получив какую-то информацию, делаю выводы, что делать с этим. Со сведениями я могу поступить по-разному, то есть передать, например, Министерству обороны эту информацию или как-то залить на YouTube. То есть были моменты, когда украинцы лично признавались в том, что плохо живется в Украине. Иногда могут люди рассказать расположение военной техники. Прикольно, флаг висит. Все думают, что или американец, или украинец. Но на самом деле я русский. Готов пойти на сделку с властью, отказаться вот от радикальной оппозиции, например. Просто чтобы прекратить, по крайней мере, гибель людей. Ну и чтобы освободились политзаключенные.
тем не менее, вот этот твой ролик, он стал самым просматриваемым вообще роликом Майнкрафт про войну в Украине. И как думаешь, почему так получилось? Честно, не знаю. Рекламой его никогда не занимался, поэтому тут, значит, просто он вышел в нужное время. Как это получается, что вот люди все это смотрели, все эти документальные кадры, а потом они смотрят все то же самое в виде фигурок, и почему-то им это все равно интересно. Им интересно, наверное, посмотреть, как это все воссоздано, насколько детально. Что получит этот Путин в итоге? Скажите мне. Что он получит? Он получит врага в лице Украины. Всю дорогу меня спрашивают, а зачем ты пришел на этот марш? Марш мира и свободы. Зачем? Я говорю, потому что я патриот страны. Потому что я против войны. Я не хочу, чтобы сюда приходили к нам в Москву, в Ярославль, в Нижний Новгород, Груз-200, чтобы наши матери, наши жены и дети плакали. Я не хочу этого. Ну а теперь хотел бы вам показать технику вооруженных сил Украины. Это у нас хаммеры, которые доставляются с запада украинским войскам. У меня есть еще один флаг. Один висит в комнате еще, ВДВ. Этот флаг как раз-таки подарок отца моего, десантника. К сожалению, его не стало. Военная форма нравится стала. Потом еда военная. Да и все военное у меня в жизни началось. Это мой самый первый шеврон. Он посвящен ЧВК «Вагнер». Такой вот. Это именные мои шевроны, полевые и офисные. Ну так прям абсолютно уверен, что вот будет 18 лет ты туда, да? Ну да. Не зря я готовился к этому. Все время где-то подготовки проходил, где-то даже специально на страйкбол записывался. Страйкбол, конечно, не то, но можно понять, как прятаться, как убегать. Мама даже бывало плакала, грустила, говорила то, что не отпустят. Но когда парень с 14 года, еще с самого детства, говорит про войну, то, что надо туда поехать, это уже бессмысленно что-то делать. Ну вот по поводу армии, вот именно самой армии, вот насчет этого я не против. А вот все, что касаемо СВО и тому подобное, я не категорично, но я все-таки против. Есть какой-то страх того, что его убьют, и страх того, что в принципе он это все увидит, и та же самая психика все же сломается. Ну, даже если вот он приедет, он будет все равно каким-то другим. Это явно. Мы на моей родине, в городе Актубе, столице Западного Казахстана. Это гора любви, Махаббат-Тау на казахском языке. Отсюда открывается самый лучший вид на город. И, в принципе, город Актубе с казахского языка переводится как «белый холм». Я здесь родился и вырос. Этнически у меня русско-украинская семья наполовину. По отцовской линии семья оказалась здесь в период голода в 30-е годы из центральной полосы России. По маминой же линии дедушка оренбуржец, бабушка член репрессированной семьи из Украины. Семья связана со стройкой.
поколениями. Отец – бывший авиадиспетчер Аэрофлота, мама – учитель английского и французского языков. Конечно, семья у нас политизирована, в основном отец. Мы постоянно находимся в российском политическом поле. Мне Россия в детстве казалась каким-то прям лучшим государством. Там были товары, которых у нас не было. Там был спорт, которого у нас не было. В детстве я занимался хоккеем, и у нас тут условий не было. После развала Советского Союза ни одной ледовой коробки. В России же это все было, и нам приходилось ездить туда и на соревнования, и закупать экипировку. И в детстве у меня сложилось впечатление, что в России все идет по плану, там все замечательно. Но переехав туда, в 11 классе, там я оканчивал школу в городе Оренбурге, понял, что все не совсем так гладко, как хотелось бы. Как минимум, школьное образование в Казахстане было, как мне показалось, намного сильнее. Там, к сожалению, год, я думаю, был потерян в 11 классе. И затем, переехав в Москву на учебу, укрепился в своих убеждениях, что проблемы есть. Ну, ты вообще предполагал, что ты окончательно переехал в Россию? В принципе, да. Поступил на прикладную математику, Московский авиационный институт. Да в итоге закончил Московский ВУЗ? У меня незаконченное высшее образование. Это я еще маленький. Это садик мой. Это я в садике стою. Все время с бабочкой. Это фотографии со школы. Это моя первая школа с углубленным французским языком. Учился, я сразу скажу, плохо. То есть не было такого, то, что я любил учиться. Для меня это была лишняя трата времени. Только сейчас осознавать начал то, что все плохо было. То, что надо было учиться в то время. Но, к счастью, я из-за того, что связал жизнь с блогерством, учеба так сильно не нужна мне. Все, танк уничтожен. Это альбом отца. Здесь значимые, наверное, моменты как раз с войны. Это он в танке сидит. Вот, такая прикольная фотка у него получилась. Здесь у него в основном, где он с ребятами. С мамой они познакомились в клубе. Там они вместе танцевали, потом начали общаться. И вот так все завелось, то, что начали жить вместе. Появился я. Ну, наверное, переживала, когда он в Чечню пошел? Это было как раз-таки вот перед тем, как они с мамой познакомились. Он приехал. Всю жизнь работал на стройках. Он был мастером в строительстве. А отец, наверное, рассказывал про Чечню что-нибудь? Ну, отец, конечно же, после той войны пытался, наоборот, не говорить про это. Потому что не каждый, наверное, отец захочет, чтобы ребенок знал, что происходило там. Рассказывал то, что было сложно очень. Как-никак, время другое было. Нехватка там всяких патронов, нехватка танков. Рассказывал про контузию. То, что война, это не совсем как на телеке. Ну, он знал уже, что ты собираешься тоже идти? Да, вот как раз-таки до недавнего ухода отца я сказал ему один раз про это. Он категорически сказал, то, что против, типа, я поеду, подожди. Причина смерти – это очень такое грустное дело, которое не хотел бы раскрывать. Уважаемые подписчики канала Никич, группе разведки, выполняющие боевые задачи на Харьковском направлении, срочно необходимы расходники на Мавик-3, а именно батареи, винты. Победа будет за нами. Слава России! Вот, получается, люди с зоны СВО обратились лично ко мне, скинули в директ мне вот это видеосообщение. Ребятам не выделяются нужные деньги, поэтому, когда они воюют сами от себя, чтобы улучшить комфорт боевых действий, они вынуждены вот просить помощи у народа, у таких блогеров по типу меня. Я вхожу в патрули, мы пытаемся как-то объединяться в общину,
и наводить порядок у нас в городе. Чаще всего это приезжие люди, которые приехали в страну, язык почти не выучили, им гражданство как-то выдали, и они пошли там к девушкам домогаться или алкоголь распивать. Наши ребята тоже, иногда выпивают, буянят в городе, приходится утихомирить их. А как силовики относятся к вам? Есть, которые прям такие, ребят, не мешайте, мы сами отработаем. А есть такие, которые просто говорят: молодцы, ребят, спасибо за помощь. И реально с нами выходят, настроение поднимает нам тоже. Хочу извиниться за инцидент возле малины, за включенную музыку, за предоставленные неудобства жителям Рязанской области. Малайский что, встанешь? Встану. Вот так и работает, получается. Сперва просят нормально, если человек смеется, высмеивает, там уже патрульные приходят, смотрят на его поведение. Вот. И потом уже задержание происходит по статье. Вот такая ответочка. Помнил историю, как вообще я попал туда, как познакомился с этой общиной, дружиной. Получается, у меня произошла ситуация такая плохая. То, что в драке я сломал 4 пальца. Скорую я не хотел вызывать, а нашел чат, как раз таки следил за ними. Написал в чат открытый: ребят, есть у кого машина, может кто подвезти, помочь. Там сразу согласились 3 человека, поехали со мной в травмпункт. Отвезли, поддерживали, попить дали, что-то такое. Благодаря ним у меня пальцы в порядке сейчас. А в связи с чем, если не секрет, можно так бить пальцами, чтобы сломать их? Это просто там на маму кое-кто сказал не очень хорошо. Я как привык сперва с размашки бить, а потом уже добивать. И вот так. И у меня пальцы ломаться начали, а я их не чувствовал. А что, я все-таки немного в то время маленький был, против мужчины, Было сложновато, но кто победил? Я победил. Но пальцы мои не победили уж точно. Очень костлявый человек был. Боже, доброе утро. День начинается не с кофе, а с полета дрона. Давайте сейчас я вам покажу, кстати, как выглядит планшет для управления дроном. Ты попробуй что-нибудь сделать. Так, вот, пацаны, я привел его. Садись давай. Все, танк уничтожен. И вот, дорогие друзья, ролик подходит к концу, но прежде чем вы ушли, я хочу сказать спасибо за то, что вы досмотрели ролик до конца. Что? Смотрю первый раз. В моментах снято неплохо, но какой посыл? И про что видео-то? Обычный летсплей. Нужен вот этот Несич, да? Не изумруд. Да. Нет, просто взял мое превью и переделал его в обратную сторону. Давай. В Украине света нет, значит приедем обед. Особо нечего. Конечно, мои видео того времени оставляют желать лучшего, а других просто нету, но старался вкладывать в них идею, посыл. Здесь же это просто прикольчики. Очень весело прикалываться. Мне не весело. Мне грустно.
Обязательно Федора найти. У нас сеанс через 10 минут. Я твои берцы спер. Твои берцы спер. Но я не могу свои найти. Нету. Твоего? Нет моего. Общее. Есть мое, есть. Общее. Ну, состав организации – это РКСМБ, Революционный коммунистический союз молодежи, большевиков. Молодежная организация, которая, считаю, делает полезные вещи. Мечта какая у тебя есть? Мне бы хотелось, чтобы мир повернул на сторону добра, на правильную сторону. И в этом, конечно, думаю, ему нужно помочь. Поэтому моя мечта, чтобы мы жили в мире, жили в гармонии друг с другом, жили в товариществе, жили бескорыстно. Большая мечта — это, скорее всего, вот как раз-таки дом дорогой купить. Это где-нибудь в Москве, может, в Сочи. А потом 2 машины мои любимые — это BMW M5 F90, а также Mercedes. Познакомиться с известными личностями, тот же самый Шаман. Хотел поговорить с ним, встретиться, может, на концерт попасть. И, скорее всего, семья. То есть, ну, это уже в будущем прям. Ну, слушай, у меня есть предложение к тебе. В принципе, я занимался в учебном заведении, где обучают военным делам, строевой подготовке. Можно, в принципе, было бы тебе тоже туда сходить, мы бы могли вместе ходить. Как раз-таки оттуда и пошел мой знакомый на передовую. Тебе будет полезно, потому что будешь знать, чем я буду заниматься и в будущем. Может, построишь карьеру на этом. Может, когда-нибудь увижу тебя на параде 9 мая. Как тебе предложение? Ну, я бы не отказалась и буду, в принципе, не против. Точно? Да. Ну вот, форма у меня есть, я тебе ее подарю.